Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Коллекция рецептов». От всей души благодарю всех подписчиков и гостей моего канала за то, что подписываетесь, комментируете и оцениваете мои видео. Сегодня приготовим всеми любимую выпечку ватрушки с творогом. Это очень вкусное и ароматное лакомство, которое понравится и взрослым, и детям. Для приготовления ватрушек будем использовать сдобное дрожжевое тесто для сладкой выпечки. У меня на канале есть видео, где я показываю, как приготовить такое тесто. Ссылку я оставлю в описании. Для этих ватрушек нам необходимо 2 килограмма сдобного дрожжевого теста, 800 граммов творога, 200 граммов сахара, 1 стакан изюма, 1 яйцо, 50 граммов сливочного масла, ванилин, 3 желтка и 2 столовые ложки молока. Для приготовления ватрушек стол слегка присыпаем мукой и выкладываем готовое дрожжевое тесто. Нарезаем его на кусочки весом примерно по 50 граммов и катаем из теста гладкие шарики. Выкладываем их на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментной бумагой. Раскладывайте тесто на достаточном друг от друга расстоянии, так как во время расстойки тесто увеличится в объеме. Из 2 килограммов теста у меня получилось 37 ватрушек. Подготовленное тесто накрываем полотенцем и отправляем на расстойку в теплое место. Для этих целей я использую духовку, в которой включена только лампочка. А пока наши заготовки подходят, подготовим творожную начинку. Для этого творог слегка разминаем, чтобы не было крупных комочков. Добавляем сахар, выливаем желтки и высыпаем ванилин. Все тщательно перемешиваем, добавляем изюм и еще раз хорошо перемешаем. Если не любите изюм, можете его не добавлять. Тем временем наше тесто хорошо подошло. Оно было на расстойке 40 минут при температуре 40 градусов. Теперь сделаем в наших заготовках углубление для творожной начинки. Для этого используйте обычный стакан, а чтобы он не прилипал к тесту, окунаем его в муку и аккуратно, чтобы не осадить подошедшее тесто, делаем углубление для начинки, надавливая стаканом до самого основания. Подготовим льезон. Для этого разбалтываем вилкой 1 яйцо, добавляем пару ложек молока и хорошо перемешиваем. Перед тем, как разложить творожную начинку, обмазываем этой смесью наши заготовки. Делать это нужно аккуратно, чтобы тесто не опало. Раскладываем начинку в подготовленное углубление и слегка ее придавливаем. Отправляем ватрушки в заранее разогретую духовку, температура которой 180 градусов. Ватрушки выпекались ровно 20 минут. Они полностью готовы, достаем их. Смазываем еще горячие ватрушки растопленным сливочным маслом. Это придаст им большую мягкость и сливочный аромат. Наши ватрушки с творогом из сдобного дрожжевого теста готовы. Они получились очень ароматные, мягкие, со сливочным вкусом и сладкой творожной начинкой. Я приглашаю всех к столу и желаю приятного чаепития. Надеюсь, что вам понравились эти ватрушки. Пусть они доставят вам истинное удовольствие. И если это так, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим рецептом с друзьями и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты различной выпечки, а также рецепт теста для этих ватрушек. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.